Горы, вот эта дружина во главе с храбрым зятем, князем, вот, о котором я вчера говорила, это ударная группа Христа. И пройти вот эти горы Пиренеи означает заручиться поддержкой бога Перуна, получить от него мандат на прохождение и преодолеть вот это препятствие уже в военном отношении. То есть должна выйти и армия Галгала, и занять все оборонительные посты, и выиграть сражение. В случае чего, если конфликт будет разрешаться военными путями, Галгал, оперативный Галгал, ударный Галгал должен, значит, выиграть тогда сражение военным путем. Но это, в общем, последний план, самый крайний, крайняя мера. Он поведет войска на Каркасон. Каркасон, значит, общество богатых людей. По-немецки каркассы, каркас, костяк, скелет, остов. И дальше еще из двух слов произведено касса, денежный ящик, казна. То есть он поведет войска на общество богатых людей. Немецкие каркассы, каркас, костяк, скелет, остов. И дальше еще из двух слов произведено касса, денежный ящик, казна. То есть он поведет войска на общество богатых людей. Опять-таки, Катрен написан на смерть Ленина. Когда будет оговорена смерть великого человека, на следующий день будет избран папа. Сенат не одобрит его просьбу. Он будет отравлен, его кровь в священной чаше. Значит, когда будет оговорена смерть великого человека, то есть когда Сталин со своими единомышленниками уже оговорит смерть, каким путем убрать Ленина. Значит, когда соберутся заговорщики, и смерть будет оговорена. То есть Ленин был приговорен уже к смерти. На следующий день будет избран папа. Под папой идет отец народов, Сталин. Но под папой идет вообще-то антихрист. В общем, Сталина тоже называли отцом народов. Вот Сенат не одобрит его просьбу Ленина отстранить Сталина от должности генерального секретаря. Это было тогда, значит, на съезде. Ленин просил об этом в письме съездов. Просьбу Ленина не удовлетворили. Сенат — это, значит, вот съезд. Он будет отравлен, то есть Ленин. Его кровь в священной чаше. Почему? Ведь у мертвецов, значит, обычных не выпускают кровь. А здесь, поскольку был процесс мумифицирования, то тело подвешивалось и спускалась кровь. Кровь спускалась в священную чашу, то есть в тазик или куда-то там, значит. Но она названа священной чашей. Видите, как вот все просто, казалось бы, да? Я не понимаю, почему так никто ни о чем не догадывался. Возникнет новая группа философов, презирающих смерть, золото, почести и богатство. Они не будут находиться вблизи германских границ. Они найдут опорные пункты и печатные средства. Возникнет новая группа философов. В общем, это уже философы от цивилизации Ной. Раньше были философы от квантового мира, а здесь подрос Ной, и появились их философы. Презирающих, эти другие, но были, если взять вообще древность, то там все-таки философы были немножко иные. Немножко материальные, немножко с отклонением и так далее. Новые философы — это фактически идеологическая группа вот уже последнего образца, презирающих смерть, золото, почести и богатство. Они не будут находиться вблизи германских границ, то есть с Германией никакой связи не будет. С Нижним Аидом тоже нет, с партией Жириновского нет.
Они найдут опорные пункты и печатные средства, хотя и будет очень сложно. Снова о Ленине. Добрый старец будет живым погребен, то есть изготовлена из него мумия. У большой реки, ой, простите, я этот Катрен давала. Так, вы знаете, уже 20 минут. Давайте на все записки мы завтра. Вот я сегодня уже в лекциях, уже на многие вопросы ответила, те, которые были в записках. Теперь, значит, так, что я хочу сказать. Пожалуйста, свои личные просьбы, я прошу вас, не обращайтесь ко мне с этими просьбами. Я не работаю, я контактер, но я не работаю с личными такими запросами. У меня научные программы. Не ищите от меня вот таких вот просьб, там, кого-то отыскать, сообщить, значит, кто с кем контактирует с потустороннего мира, или, значит, ответить на какой-то еще такой вопрос. Пожалуйста, ваши заботы возлагайте на свои собственные плечи. Эти заботы даны вам, и, пожалуйста, их сами расхлебывайте. У меня совершенно другое направление. У меня другой уровень. Ни сны ваши, я не буду, ни просьбы ваши в отношении там умерших, там погребенных, я не буду рассматривать и отвечать. Он всегда почти был военным. Он правая рука Иисуса. В этом нет, он не Аарон. Что? Да, он к рождению выдан. Нет, я могу вам сказать, что он в Москве только лишь. Вот это я могу вам сказать. Что? Ну, кем он был? Он почти всегда, вообще-то в его заведовании всегда было отвечать за границы России. Раз. Ну, когда выходил Христ, всегда с ним выходил Суворов. Ищите его рядом со Спартаком. Ищите его рядом с Лениным. Ну, в Красной Армии, разумеется. Ищите его, но с Кутузовым тогда это ясно, он сам выходил, как сам по себе есть. Ищите его рядом с Александром Невским. Он был в Красной Армии. Вот подумайте, кто мог быть в Красной Армии? Конечно же, естественно, военноначальником, разумеется, такой силы человек. Хорошо, да, имеются успехи, но там очень медленно, но... Итак, товарищи, до свидания, спасибо за внимание, ждем вас завтра. Завтра будут самые сильные Катрены.
пожалуйста, вот вы говорили каскадное голодание, и говорили, что нельзя кончить каскадное голодание водой. А про ориентировку что-нибудь говорили? Валентина Михайловна, я вам записку написала вчера, извините, ради Бога. У меня такая проблема с сыном, я хочу... Нет, я сказала, нет, просто нет, очень большой человек и всем отдает деньги, но и вы говорите, богатые все уничтожатся, как? Вот у меня вопрос. Я не решаю такие вопросы. С детьми Бога, почему они неверующие были? Не Маркс, а посмотреть нельзя? Под Богом кодируются космические законы. Все ясно. Сказано, что это не личность, а закон. Как же Валентина Михайловна не поможет? Каскадное голодание совместимо это? Предложите ему мою книгу. Про Так вот я хочу это сделать, надо общение лучше, может быть, А это вы в Москве внимание не холодное бываете? приветствуется, как вы считаете? Что? Ой, у меня же тоже книга есть. Конечно. Между прочим, у меня же тоже, я так растерялась, не особо самое основное. И я поэтому... Она же расположена в центре энергетических полей. А какая ее цель? Церковь же расположена в центре энергетических полей, а сама какая ее? В смысле, как здание. Архитектура. Добрый вечер. Ну как, так будет слышно, да? Что я хочу сказать в отношении записок? Я их дома исследовала, но нашла только, что на 3 записки стоит ответить. Ну, более-менее серьезные вопросы. Пожалуйста, не задавайте таких мне вопросов, например, как просьба разгадать какой-то сон, помочь своим родственникам через тонкий план или с кем-то связаться с тонкого плана. У меня не это направление. Я прошу вас, пожалуйста, мне на эту тему не задавайте, ищите других контактеров. У меня другой план. Очень много записок, но буквально они уводят. Нужно вообще начинать с азов. Вот с моей самой первой книги. Если мы начнем уделять внимание тем вопросам, то, вы знаете, мы все это время посвятим. Некоторые вопросы таковы, что на них нужно ответить, только прочитав всю мою книгу. Например, как попасть на эпоху бессмертия. Ну, разве можно ответить в 2 словах, если это надо, в общем-то, изучать слишком много и знать это все? Многие вопросы просто написаны буквально провокационно, для того, чтобы просто убить мое время. Поэтому, пожалуйста, предупреждаю, что не надо злоупотреблять временем, которое, в общем-то, очень ценно. Итак, сразу же с Катренов. О воинствующий Марс. Как следует тебя опасаться? Еще больше серпа, связанного с серебром. Флот, богатство, воды, ветер будут бояться призрака. Море, земля, мир вдруг присоединяется к ЛВ. Воинствующий Марс, ну вы уже знаете, что планета покровительствует оперативному Галгалу из райской цивилизации. Еще больше серпа, связанного с серебром. Это уже идеология лунных, идеология райской цивилизации. Она идет под серпом. И далее 2 последних строчки говорят дается характеристика стороне антимира. А последняя строка говорит о характеристике в отношении, значит, райской цивилизации. Так вот, как характеризуется сторона антимира, их лагерь, вот в это последнее время, во время апокалипсиса? Флот, богатство, воды, ветер будут бояться призрака. Флот партии, сторонники, богатство – это богатый народ, богатые люди.
Это третий экономический пояс ада, третий пояс Аида. Это третья голова Змея Горыныча, объясняю, кто не был на тех лекциях. Воды народы, ветер. Ветер – идеология ада в этом отношении, потому что ветер всегда кодируется как идеология. Будут бояться призрака. Призрак это тот самый летучий голландец, посланник израильской цивилизации, на котором идет идеологическая группа рая. Последняя строка. Характеристика райской стороне. Море, земля, мир. Друг присоединяется к ЛВ. Море, народы. Земля – это вот российская земля, территория. Мир – название райской цивилизации. И также соединение, объединение всех прогрессивных сил. Друг присоединяется к ЛВ, инициалы Ленина. Владимир Ленин. У меня тоже такие же инициалы, потому что я иду от идеологической группы рая. Ветер помешает войскам противника. Самый серьезный вопрос – проблема вызовет большие трудности у противника. Вино с ядом будет налито в кубок, но лошадь без труда преодолеет широкий ров. В этом Катрыне говорится о покушении на одного пророка, который идет под кодом лошади. Ветер помешает войскам противника, то есть идеология от рая. Самый серьезный вопрос, это проблема, которая вызывает самые большие трудности, это вопрос империи. Вот сейчас вокруг этой империи и буквально все крутится. Вино с ядом будет налито в кубок. Разумеется, с целью отравить человека, который идет под кодом лошади. Право на небесный престол придет в Париж. Вселенная умиротворена добродетелью. Более мудрый распространит свое влияние и очень скоро осуществит преобразование с помощью птиц, огня, но не червей. Речь, конечно же, идет о уже 97-м годе. Приходит Христ, конечно, он приходит еще раньше. Вот, Париж кодируется как райская цивилизация. Париж от слова «пар». Воды – это народы, а пар – это народ очищенный, отбеленный от всяких пороков и примесей. Вселенная умиротворена добродетелью. Строка говорит о том, что райская цивилизация созрела, и вполне можно ей отдать бразды правления, чтобы вести дальше вперед все общество планеты. То есть, понимаете, рай тоже созревает. И тоже вот эта степень зрелости взвешивается на космических весах. Стоит начинать эпоху бессмертия или не стоит? Можно отдавать этим людям, этому авангарду бразды правления или нет? Так вот, Вселенная умиротворена добродетелью, значит, она уже согласна. Рай набрал вот этот базис, капитал добра. Это и познание, и знание, и наука, и политика, и идеология, все буквально уже в достатке. И более мудрый распространит свое влияние и очень скоро осуществит преобразование с помощью птиц, то есть Христ, руководитель. С помощью птиц огня, птица душа, то есть с помощью тонкого плана. Огня это светоосвещение, но не червей. Черви символизируют смерть. Когда мы говорим о червях, то мы подразумеваем в виду, в общем-то, трупы. В октябре 605-го поставщик от морского чуда начнет отбирать елей у монарха. Или в 606-м, в июне, придет большая радость к великим и простым людям. Совершатся большие деяния после этого великого крещения. Значит, 605 год, как я уже говорила, следует брать только две цифры. 65-й. Но 6 цифра перевертыш. Следует прочесть как 95-й.
Значит, с 95-го года этого времени начинаются самые серьезные преобразования. Уже более активно все идет, все процессы идут более активно. Поставщик от морского чуда, посланник от морского царя, от Нептуна, от Всевышнего. Нептун кодируется как Всевышний. Нептун – бог морей. В данном случае, значит, еще иногда бывает под царем можно подразумевать Мора, он же Моисей Маркс. Мор тоже, в общем, исходит от корня море. Начнет отбирать елей у монарха. То есть начинает из-под ног Ельцина будет уходить власть. Силы, прогрессивные силы будут набирать вес в обществе и авторитет. И постепенно, в общем-то, весы будут склоняться в пользу прогрессивных сил. Елей – это масло для помазания. Оно обычно символизирует как бы, корону, право на трон, право на власть. Или в 606-м, в июне, придет большая радость. 606-й нужно прочесть как 96-й. Это будут президентские выборы. Я вам уже говорила, что вам следует ожидать новую партию, которую поведет представитель райской цивилизации. Эта партия единственная. Это единственная партия, которая будет с правильной программой. Попробуйте ее узнать. Я не имею права говорить, пока не пришло время. Вот до первой звезды нельзя. Ждем. А после этого, значит, совершатся большие деяния Великого Крещения. То есть идет переправа в космический век. 97-й год, как я вам уже говорила, начало этого крещения, эпоха бессмертия, это год вола. Но в данном случае это год не вола, вот на этот раз, а это будет год небесной священной коровы. Только в отношении этого года. Я, когда была еще самая первая лекция, это было еще 3 года назад, в этом зале я говорила, что прогремит Волга. Так вот, Волга тоже имеет в своем, значит, в своей закладке слово «вол», и даже берет из валдайской возвышенности. С Волгой будет связан лидер от райской цивилизации. Много песен посвящено на эту тему. В старину Волга называлась Ра. А по мифологии известно, что бог солнца Ра разъезжает на небесной священной корове. Так вот, эта небесная священная корова и есть 97-й год. В обычном нашем понимании это, как говорится, по-простому год вола. Был такой вопрос, что я вроде бы перепутала, на прошлой лекции, вот в другой заезд, зимой, год рождения Гитлера, и сказала, значит, что Гитлер тоже бык, а на самом деле, значит, он был по рождению как овен. Ничего подобного, посмотрите год рождения, у Гитлера год рождения год вола. А это тоже бык. Бык, тур, зубр, бизон. У Наполеона тоже год вола. А у нашего Жириновского месяц быка. Но это одно и то же все. 605, 606, 607 годы нам покажут ярозачинщиков 17-го года. Зависть и ненависть других.
То, что долгое время было сокрыто и мертво под оливковым деревом, отныне вернется к жизни. Опять 605, 606, 607 следует прочитать, как 95, 96, 97 годы. Нам покажут ярых зачинщиков 17 года, то есть будут проявляться в этих годах вожди 17 года, бывшие, только в других воплощениях. И в полную силу проявится зависть и ненависть других. То есть противодействующие силы пойдут буквально на таран. То, что долгое время было сокрыто и мертво под оливковым деревом, а оливковое дерево входит в эмблему бессмертия, отныне вернется к жизни. Оливковое — это опять-таки тот же самый елей, и ели от него даже идут, вот Ельцин ели. Отсюда идет и Дед Мороз. Это, в общем, как говорится, он всегда связан с Новым годом и елочкой. С елеем связан Олимп, гора богов. Алло? В чем дело? Алистан в некоторых Катринах называется, вот таким именем называется Галгал. И с Алистаном в какой-то степени будет сходно имя одного вождя от райской цивилизации. Созвучно в крайнем случае. С Алистаном. Когда раздвоенный будет поддержан двумя колами, 6 половинами тел и 6 раскрытыми ножницами, тогда очень могущественный властелин, наследник лягушек, подчинит себе всех и весь мир. Раздвоенный, значит, это с 2 колами, это буква М. М по римскому 1000. 6 с половиной тел, это 6 букв С. С это 100. И раскрытые ножницы это 10. 6 раскрытыми ножницами. В целом цифра 1660. Однако цифры как перевертыши работают. Но в данном случае уже будет не 96, а 99. В эти годы начинает готовиться земля Прибалтики. Уже говорила вам, что в скором будущем она будет уходить под воду, потом опять подниматься. Под воду идет каждый город, каждый поселок, каждая деревня. Вот этот дядька, Черномор, морской царь, будет как раз владыкой на этой территории. Наследник лягушек. Этот район будет состоять из мелких озер, очень близко расположенных друг от друга. На первом этапе Эдемского сада будут выращивать земноводных, рыб, птиц. Он поэтому называется, значит, могущественный властелин, наследник лягушек. Старый трибун во время богоявления подвергнется преследованию, давлению за освобождение пленника. Нежелаемое желание, плохо говорит человек, законно отдаст своим друзьям. Старый трибун, речь идет опять о вожде израильской цивилизации. Подвергается преследованию Казанник, генеральный прокурор России, за освобождение пленника Рудского, Хасбулатова,
Макашова, Ампилова и так далее. Вот нежелаемое желание, плохо говорящий человек и осторожный человек законно отдаст своим друзьям. То есть кресло генерального прокурора. Он вроде бы и не хотел уходить с этого, значит, места, с этой должности. И тем не менее ему нужно было уходить. Видите, ну вы уже знаете, что Казанник, у него как-то было, ну в общем, у него плохо, несколько, ну не то что плохо, а несколько затруднена речь. Но человек вдобавок еще и осторожный. Это нельзя не отрицать. И заметьте, Катрен. Первая строка этого Катрена – старый трибун во время богоявления. Обратите внимание. Удачлив в управлении Парижем, удачлив в личной жизни, не несет крови, смерти, ярости и грабежа. Без всякой лести ему дадут прозвище «вожделенный». Он избегает гласности, но целиком полагается лишь на хорошую кухню. Речь о главном идеологе. Удачлив в управлении Парижем, то есть райской цивилизацией промежуточного мира, удачлив в личной жизни, не несет крови, смерти, ярости, грабежа и так далее. Он избегает гласности, но целиком полагается лишь на хорошую кухню. Многие исследователи решили, что здесь просто человек любит хорошо поесть. Ничего подобного. Под кухней кодируется идеология. Это кузница, это кухня. Пища, разумеется, духовная. А обычно вот на языке шифра идеолог шифруется как повар. Когда год обернется к великому 7 числу, то есть к 97 году, в это время появятся игры гекатомбы. Незадолго до великого 1000 века, тогда умершие выйдут из своей могилы. Игры гекатомбы, значит, это игры переселений, праздник переселений, праздник смены соседей. То есть народ один будет уходить, другой приходить. Будет идти смена населения, ну и, в общем-то, разными способами. Но и будет замена населения на тонком плане. Одна душа будет уходить, другая в это тело приходить. А просто никто об этом не заметит. Все это будет происходить ночью, без всякого ущерба для посторонних. И даже для родных и близких. Тогда умершие выйдут из своей могилы. Вот те люди, которые погибли в гражданскую войну после 17 года, в период интервенции, в сталинские времена, во время репрессий, во время Отечественной войны, праведные все придут сюда. В настоящее время вместе с прошлым будет судить великий... Алло, товарищи, что там такое? В чем дело? Почему? Слышно, нет? Ничего не слышно. Алло. Слышно, да? Нет, ну это уже вообще, я не знаю, уже в который раз на 5 минутах заедает микрофон. В настоящее время вместе с прошлым будет судить великий юпитерианец. Мир от него устанет и впадет в нищету. Он поведет себя бесчестно по отношению к юристам, священнослужителям.
Я вчера говорила, что под Юпитером кодируется флюгер, вектор общественного волеизъявления в масштабах какой-то большой территории, страны и даже, может быть, планеты. Но вот по велению этого флюгера у нас идут правители. На трон приходят правители, согласно нашего волеизъявления. Хороший правитель или плохой зависит только от того населения, которое живет на этой территории и голосует за ту или иную программу. Вот Юпитер в какой-то степени отождествляется с Зевсом, он бог богов. Мир от него устанет и впадет в нищету. Естественно, чем больше населения с низкими нравственными качествами, тем хуже на троне будут вожди. Значит, Юпитер поведет себя бесчестно по отношению к юристам-священнослужителям. Идет намек на Маркса и на Владимира Ленина. И точно так же это относится и к последнему воплощению, вот этому теперешнему, значит, Ленина. Заметьте, к юристам, священнослужителям, к юристам, которые еще занимаются делами религии. Глаз увидит предмет в столь увеличенном виде и столь пылающем, что выпадет снег. Орошенное поле придет в упадок, и первые погибнут в реже. Под реже зашифрован антихрист Жириновский. Глаз увидит предмет в столь увеличенном виде, то есть населению будет дана информация, и все будет освещено. Столь пылающим, что выпадет снег, будет много воды, и дождя, и снега, и града. Это будет сопровождаться, в общем-то, повсеместно на территории России. Орошенное поле придет в упадок. Под воздействием этой информации будут как бы отходить силы Нижнего Аида. И первые будут отходить, это сторонники Жириновского. И первые погибнут в реже. Реже. Прочитайте наоборот это имя. Же-ре. Это начало фамилии Жириновский. Ну, правда, там Жириновский и в первом слоге, и во втором. Но дело в том, что здесь работает звуковое подобие, и Жириновский, мы не говорим «жи», мы говорим «Жириновский». В общем-то, все равно как бы «е» и «е». Поэтому, значит, идет реже. Видите, как интересно закодировано все? Сомнений больше нет? И не было, ну и хорошо. На земле и в воздухе будет много замерзшей воды. Когда придут в четверг воздать почести, тот, кто это совершит, никогда не был столь прекрасным. С 4 сторон придут ему поклониться. Вот здесь речь о том дне, когда хоронили Ленина. Вернее, не хоронили, а прощались с его телом, потому что похорон-то не было. Были просто проводы. Они были в четверг. И в тот день было очень много снега. Снега было страшно много. Все буквально стал даже транспорт весь. А это через 3 дня он уже был в мавзолей. Уже была изготовлена мумия и переведена в мавзолей. А в четверг было прощение с телом. Почему много было снега? Да потому что встречал его Посейдон. Посейдон, бог морей, бог воды. Естественно, как можно было еще отметить этот день оттуда с неба? Естественно, снегом, дождем. Правитель Лондона начнет царствование с Америки. Шотландский остров в мороз окаменеет.
в лице короля Реба получит столь лживого антихриста, который всех их вовлечет в схватку. Но здесь вот антихрист уже идет как Реба, но это тот же самый Жириновский. Значит, идет от слова Жириновский, воспроизводится жерен, мерен, жеребец. И берется середина Реба, жеребец, Реба. Просто идет как производная по звуковому подобию и смысловому подобию. Правитель Лондона – это правитель от Нижнего Аида. Лондон расшифровать следует так, как лона дна. Это первый пояс ада. Начнет царствование с Америки, то есть с американской политики. Ну, вот, во-первых, вводится капитализм, вот эти имперские замашки, власть и так далее. Вот вводить вот эти капиталистические порядки в стране начинает третий пояс ада. Это 3 глава Змея Горыныча, она работает в содружестве с первым и вторым поясом. Вначале даже она начинает работать, в первую очередь. Начинается экономическая блокада, давление экономикой. Потом все остальное. Шотландский остров мороз окаменеет. Здесь под Шотландским островом подразумевается группа Робин Гуда, которая работает на телепатических каналах связи. И члены этой группы также кое-какие есть и у нас здесь на Земле. Вот в составе этого коллектива был и Владимир Высоцкий. Почему в мороз окаменеет? Здесь хотели сказать, что эта группа работает под воздействием, под направлением Деда Мороза. А под Морозом шифруется Моисей Мор Маркс, Санта-Клаус. Окаменеет. Ну, окаменеет, примет вот эту теорию краеугольного камня вот, марксистской группы, идеологической группы. Вот. Ведь в лице короля Ребы получит лживого антихриста, который всех вовлечет в схватку. Это последняя строка, там было уже об этом. В том месте, где соединятся Леа и Сельд, сыграют свадьбу, которая готовилась уже давно. В Айвере, куда свезут лягушек, молодые утешат незапятнанную старость. Леа и Сельд реки. Во-первых, значит, это реки Лей и Шельд, вот как бы по русскому звучанию. В их месте расположен город Гент, от слова «гений». Все гении соберутся в Эдемском саду. Айвер. Айвер расшифровывается как обитель Ивана. Эйван от персидского Иван. В Айвере, куда свезут лягушек, молодые утешат незапятнанную старость. Речь о Прибалтике, потому что там пойдет на первом этапе вот это вот все первоначальное конструирование закладка нового мира. Молодые, вот это, которые там будут праздновать свадьбу, это общество нового Эдемского сада. Под свадьбой идет как раз эпоха бессмертия, начало ее пир вот при открытии. Маас в тот день разольется до земель Люксембурга. Сатурн обнаружит своих троих в сосуде Водолея. Гора и равнина, город и поселок, и городок. Потоп в Лотарингии. Подвох со стороны большой головы Водолея. Речь о Прибалтике, которая уходит под воду. Маас река, но в данном случае
под Марсом шифруются воды Марса. До земель Люксембурга, то есть до границ Ленинградской области. Сатурн покровительствует второму поясу ада. Сатурн обнаружит своих троих, то есть 3 пояса ада, которые, значит, самые нижние, в сосуде Водолея. То есть в воде все будет утоплено. И притом это все будет в эпоху Водолея уже. Гора и равнина, город и поселок, и городок. Буквально все уходит под воду. Потоп в Лотарингии. Почему в Лотарингии? И подвох со стороны большой головы Водолея. Большая голова Водолея – это общество Эдемского сада.